В тени старых яблонь, где ветер шепчет тайны, мы сидим вместе, глаз заря не отводя. В улыбках свет и покой, как светилы они, и пахнет лето там, где прошлое складит твердь. Рядом минуты, долгота в них сквозит. В каждой травинке знание веков звенит. Это время в саду, сон наяву, где вечная любовь согревает тьму. Листья шепчут невзгоды, к нам стучит звезда. Время в саду навеки след оставляет. Яна, хвостик. Мало будет, то приедем сегодня. Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на деревенский канал молодой семьи, который трудится в деревне, трудится на хуторе. Да и вообще, деревня это как наркотик. Один раз попробовал, назад дороги нельзя остановиться. А в чем я уже его туда на это? Это у вас? Я там на это, ну, наверх. Это у нас специальные у вас мешки, да? Вы ведро для капусты. Осень в деревне – это своим родом тоже чудесное время. Лето прекрасно своим. Мы выращиваем, ухаживаем. А осеннее время – это время заготовок. Мы с вами делали цукаты. Мы будем их тоже продолжать дальше делать, потому что у нас тыквы много, но это каждый день постепенно по чуть-чуть. И у нас сейчас большая задача – это наквасить капусту. Квасим мы капусту сами, мы не покупаем магазинную, мы кушаем свою домашнюю. Будем квасить по бабушкиному рецепту, который передан из поколения в поколение, поэтому поделимся с вами тоже. Может, кому-то будет полезно, может, тоже кто-то так делает. Поэтому будем заготавливать капусту. Квасим мы капусту всегда вот в таких больших ведрах. У бабушки есть такие, типа как пакеты туда прозрачные, надевают такие плотные. Ну, кто-то квасит в банках больших, но мы всегда квасим большими объемами, обычно таких 2 ведра. В прошлом году мы квасили еще головками на голубцы. Не знаю, бабушка еще думает, скорее всего, что может пару головок положит. То есть из квашеной цельной капусты. Головками было вкусно, но так разбиралась так листиками. И было очень вкусно, кстати. Можно было так кушать, а можно было делать голубцы. В общем, у нас всегда все большими объемами делается.
А теща-то свою морковку отдала тебе. Не себе оставила. Свой большой урожай. Будешь в капусте есть ее. А где наша та большая морковка? Дома. У нас тоже не маленькая, за Ну да. короткий срок такой. Есть. Но это Ну да. 40 сантиметров. 47. 47. Подписчики писали, что как же, говорит, она ее достала и не сломала. Вот как-то достала. Поэтому будет она в нашей капусте. Я ей говорила, чтобы она не отдавала, но... Как это ее... Откуда начинать? Ей удобно. Так, смотрите, для рассола надо закипятить воду. Мы быстрее закипятим чайником. Сюда добавить лавровый лист, черный перец, горошек. Мы будем делать 10 литров. И надо, чтобы эта вода остыла. Укропчиком. Это сушеный, укроп. Укроп. Такие зернышки укропа, семена. Зонтики. Угу. С зонтиков. Муки. Морковки не надо много, чтобы она была белоснежная. Вы, наверное, вообще никогда магазинную капусту себе не покупаете? Нет. Кто вас научил этому рецепту? Мама? Да. Короче, из поколения в поколение. И все так делают теперь у нас капусту, да? Да. Вот такой вот пакет. Он как специально пищевой. Выкладывать. Но вы можете сделать в банке. В банке вы тоже раньше делали. Ну, мы делаем большими объемами. Банки не подходят. Сильно банок много надо. Так, немножко так сделаем. Вы в прошлом году, да, делали с такими головками? Ну, я таку ціле ложила, а в этом году ложу половинками, щоб вони худші. Быстрее сквасились. Да. Ну а мы как делали? Мы доставали сначала такую капусту, кушали с салатами там. А уже это, когда была полностью готова, можно было уже это. Но в этом году я думаю, что она быстро сквасится. Ну, це швидко скваситься, вона вкусна. Угу. Її просто нарізаєш И кушаешь. із маслом, і вона вкусна, дуже вкусна. А еще ж вы голубцы делали. І голубці можна робити. Так сейчас вы ведро быстро нашинкуете, что его там шинковать. Дірочку надо запакувати. І все. Між капустою тією. На 10 литров воды нам надо полкилограмма соли и 250 грамм сахара. Ну, а там уже мы покажем 10 литров на сколько. Там уже каждый под себя регулирует, сколько ему воды надо. У нас рецепт на 10 литров.
там через сколько мы уже? Все, от 3-4 дня пройде і вже вона вкисне. Ну а вы ее, когда она стоит, что вы ее там подмешиваете, что вы с ней делаете? Ничего? Ну, чуть буду шевелити палочкою, дірочки пробивати, щоб виходив не те горіч. А потім розложу в миски, чуть достану, пошевелю, щоб повиходила горіч. І зложу обратно. І все. Все, сейчас размешаю и убираем в холодное место, мы на улицу вынесем, чтобы рассол остыл, и остывшим рассолом будем заливать ведра наши. Все. Ждем 3-4 дня и будем есть квашеную капусту. Получается куча витаминов. Это для иммунитета лучше ничего не найдешь. Это квашеная капуста. Это вы его можете сделать сами. В квартире у меня мама делает себе сама. В банке делает. Это ж вкуснее свою скушать. Пока Яна занимается капустой, я занимаюсь сараем. Нужно почистить вот этот большой курятник, где когда-то стояли коровы. И бабушка придет с дымовой шашкой, проведет дезинфекцию сарая. Перед зимой убьем там всех микробов, там что эта шашка делает. И высыпем вот эти все опилки, они лежат тут бесхозно. И наверх по опилкам застелим вот этот вот разорванный весь рулон, который мы с дедом перекатывали. Курочкам, индюкам будет тепло зимой. Будут они там грестись, дед говорит. Поэтому вот такими делами мы занимаемся на улице. Вот тебе еще самые настоящие деревенские витамины. Я очень люблю яйца куриные. Ты любишь? Конечно, любишь. Кто еще любит? Это уже даже наш Тимур ест яичницу. Ну, да, уже Обожает. начинает чувствовать вкус жизни. Сказал мне последний раз: поджарь мне картошку, ну пожарь, и туда яйцо бей. Я так на нее посмотрела. Она такая деревенская яичница с картохой. Я говорю, хорошо будет сделано. Наелся. Я говорю, наконец-то ты почувствовал деревенскую жизнь. Мы, кстати, так и не словили хорька. Но есть вариант, что он ушел. Но мы берем опилки, может он где-нибудь в опилках спрятался. Ага, мы сейчас с тобой тут вдвоем, и что будем делать? Мы сейчас ну это ж не сейчас будет. Сейчас уберем опилки еще. Но мы лесоловку поставим. Но вот положили яйцо, и он не забрал. Там, где было его гнездо. Туда ложили, да? Да, дедушка с бабушкой ложили, и бабушка сказала, не тронул. Не забрал яйцо. Хорошо. Давай, мне тачку ввожу и все, эту шашку Давай. будем палить. Мгм.
Ну показывайте, рассказывайте, что тут такое. Вот это Санветпрепарат плюс. Назначение для обработки объектов ветеринарного назначения в отсутствие животных. А, надо всех курей выгнать? Ну да, тут все почистили, все готово. Читаю инструкцию. Помещение отсутствие животных. Перед обработкой помещения герметизируют, закрывают окна, двери, вытяжки и грудки. Перед началом работы 6 на 9. Какого квадрата? это 2,5. Да. Это 120 метров. Она насколько рассчитана? Ну, 100 грамм средства на 1000-1200 метров кубических. Как раз на 150 метров кубических. Как раз наше помещение. А це корона. Да, как раз на коровник. Вот, а что это? Тут в одной будет много. Все, мы разобрались. От клещей, клопов куриных полностью дезинфекция вот одной вот этой банки хватает на вот такое помещение, там на 150 метров кубических. Поэтому сейчас мы... Всех выгнали? Ну да. Проверяйте. А надо, может, посередине, вот тут вот где-то. Вот куда где? Ну. Так. Ну да, вот там. Попкорн такой, всякий. Попкорн. Полностью его выдираю эту хрень. Таблетку придавить. Так ее подпалить, а потом. Полить сначала надо. А як я его потом придавлю? Так может вот так ее подожжем, попробуем. Или шо? А, стойте, давайте. Я придавлю. На этой. Нажимаете. Все. Так она не горит. Она сейчас дымить начнет. Она должна загореться. Нет, оно должно дыметь. Это в Всё, случае сейчас загорания. О, все, пошло. А как она сейчас... Все, эта шашка начала начинает. работать. Выходите, начинает вонять. Там тоже курение. Добрый стук, не закрой. Пошла. Пошла. Нормально, закрывай. Дым не откроется. Все, на 2 часа будет там дыметь, а потом через 2 часа нужно А это проветрить на 30 минут. Этого давайте. только тут надо. Может, зима начнется, нет? А? Зима начнется, нет? Не знаю. Решили еще 2 курятника. Все продезинфицируем. Ну правильно. Вот, поэтому к зиме уже будем готовы. Да, это ты снова на цукаты, может? Надо нарезать. Сейчас получается, чтобы на ночь она постояла. Пустила сок, и бабушка будет завтра варить. Я подготовлю. Вот. Сейчас будем вот так вот каждый день. Ну, не каждый день, не каждый, может, там 2-3 дня, пока сушка будет сушить.
Вкусняшки. Ну все, наш рассол остыл. Теперь надо нам залить нашу капусту. И будем 3-4 дня ждать. И будет все готово. Все легко и просто. Будет мало рассола, да? Ну, чтобы она не плавала. То есть вы нажали, там такой же просто сок. Капуста пустить сок. Открывай. В общем, у вас капуста, морковка, все на глаз. Только рассол по рецепту. Ну, это все. А морковки хто як хоче. Хто Хоче більше. много, хоче мало. Но вы в эти 2 ведра ложили везде головки. Ну, такі четверть половинки. Кому не надо половинками, тот может не ложить. Просто квашену. А это стоит нарезанная новая партия цукат. Сейчас сахарку, лимонки. И до завтра будет ждать. Сейчас, наверное, все думают, вообще с ума сошел осенью траву косить. На самом деле, косилкой очень удобно собирать листья. Максимально к низу ее ставишь, и она просто заметает все подряд. Ну и остался такой последний маленький штрих уже перед зимой, это подкосить. Чуть-чуть. Ну, трава начала расти. Но Ну, ее на самом деле нужно уже косить. дедушка вот там вот за тобой, видишь, под грецкими орехами, ничего вообще нет. Это он каждый день по чуть-чуть собирает листья. Ну, это его работа любимая. Это, знаешь, какая это не мульча, а удобрение было бы хорошее на грядке туда к нам. Да? Ну, может, кстати, возьмем. У нас там на хуторе тоже. О, так давай. Я знаю, чем мы соберем у нас на хуторе. Нам ничего брать не надо. Ну да. У нас же есть это, как она называется И правильно? аэратор. Аэратор. Можно аэратор и косилку. Там же включаешь эти щетки и все, мешок, и собираешь. Заодно землю. Зачем я гребла? Расскажите мне, Я забыл, пожалуйста. да. Что Заодно такое? землю прорыхлим. Точно. Вообще замечательно. Точно. Молодец. А начнем с подлипы, потому что там надо еще, мы же там чистили, и там нужно пенечки некоторые посрезать, там еще есть. И где-то бывает наступаю, цепляюсь и чуть не падаю там. Ну да. Это, ладно, уже темнеет, наверное. Давай. Еще, кстати, я сегодня завез дверцы на пескоструй, и уже завтра они должны быть готовы. Поэтому до завтра, дорогие друзья. Друзья, приехали мы снова в лес, к нашему дому,
который восстанавливаем потихоньку. Стена вся высохла. Вот единственное, что есть вот такие вот пятна. Я думал сразу, что это не просохшая штукатурка, но нет, она вроде как высохла получается. Сейчас так выглядит немножко безобразненько. Но вот получается темный цвет. Вот идет перегородка, которая не печная. И вот здесь идет перегородка не печная. Как бы с этой стороны немножко выделяется. Вот эти все, тут есть такие неровности, где-то чуть-чуть выступает. Я сейчас возьму терку, мы это быстро затрем. Я еще в прошлой серии вам обещал, что мы начнем заниматься окнами самостоятельно, но чуть-чуть сделали все по-другому. Мы нашли специалиста, у нас, оказывается, есть знакомый, и он где-то, у него появится время свободное, он должен к нам приехать, посмотреть, что с нашими окнами, могут ли они восстановиться, и если нет, то тогда какие-то рамы, он сказал, что получится изготовить новое, поэтому ждем, пока ничего не разбираем. Дверцы у нас, в принципе, от печи уже на руках две. И одну мы можем установить. После того, когда дверцы от пескоструили, вот такие вот они красивые получились, они везде очистились, все нагары, все полностью. И теперь, когда ее устанавливаешь, вот она немножко свободная такая, вверх не сходит. Сейчас мы все почистим, все подгоним, прогрунтуем, установим дверцы и пускай они подсыхают, ну хотя бы завтра, либо послезавтра, когда я уже сюда приеду. Тогда мы уже потихоньку чуть-чуть подтопим. Плюс пускай она еще подсохнет, и мы уже в следующий раз ее, наверное, начнем штукатурить. Сегодня только затрем ее. Сейчас самое главное до полного высыхания штукатурки перед шпаклевкой — это уход за ней. Что он в себя включает? Это ее нужно просто поливать водой для того, чтобы она, как говорят, напивалась, штукатурка укреплялась, предотвратить ее растрескивание, потрескивание, и потом уже, когда она вся вот так высохнет, напьется, будет уже прям такая, какая положена. Мы ее заштукатурим, и это само под собой подразумевает то, что меньше вариантов того, что она при топке ее уже в последующем, при эксплуатации будет трескаться. Потому что если ее вот так оставить, чтобы она полностью высыхала, либо начать ее сейчас шпаклевать, то всю влагу штукатурка заберет от шпаклевки, и уже шпаклевка свои свойства потеряет. Либо она начнет тоже трескаться, либо она вообще начнет отваливаться. Поэтому основное сейчас — это ее поливать, чтобы она напилась.
прошло буквально пару минут, и вот эти все белые пятна, это она так, штукатурка впитывает в себя влагу. Так, дальше, что мы не сделали? Нужно покрасить дверцы. Будем красить термостойкой эмалью, но весь парадокс заключается в том, что она защищает от коррозии, предотвращает, останавливает, точнее, ржавчину. Но чем меньше слой, тем больше температуру она держит. Но чем меньше слой, тем меньше она будет защищать от коррозии и ржавчины. Поэтому тут можно в 2, в 3, в 4 слоя. Оптимально в 2 слоя тонких сделаем, и тогда он будет выдерживать 300-700 градусов и будет держать коррозию и ржавчину. Обязательно обезжирить, протереть, убирать пыль лишнюю всякую, которая нам будет мешать в покраске. Когда красишь, после обезжиривания лучше держится краска. Вышло солнышко, на улице тепло так стало. Я решил, буквально на полчасика сходить на озеро, проведать его, закинуть удочки, не больше, и придем снова заниматься. Давно я не был на озере, воды в лодку набралось, очень много листвы нападало, и заметно начала подниматься вода. А это значит что? Это значит, что, наверное, в колодце нашем тоже вода появилась. Все, лодка готова, почищена, без воды. Можем отправляться в путешествие. Еще, друзья, у нас очень знаменательная дата. Нашему хутору ровно год, как мы его купили. И если кому-то интересно, что с ним произошло за вот этот вот год в нашем владении, мы оставим ссылку в описании на
ролик, когда мы его купили, где мы про него рассказываем, что на нем есть. Если кому-то будет интересно, переходите, посмотрите. Закинем поплавок и посижу, побросаю спиннинг, попробую. Ни одной поклевки пока не было ни на спиннинг, ни на поплавок. Куточок Беларуси, маленькая родима, где с самого детинства все мило сердцу так. Схилившийся рабина, обудить успомины, с вербой, что ля калитки, подродный клич так. Схилившийся рабина, обудить успомины, с вербой, что ля калитки, подродный клич дах. У земли батьковской этой я черпаю витоки святой водой, криничной, что силы надає. Ближе быть немагчыма, бо тут моя родима, яна жыццё дала мне, как жыцеляе. На ўскрай палёў духмяных, у вёсцы невялічкай, душа адпачывае у водары садоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзедавай крынічкі, нізіначку да рэчкі з высокіх берагоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзедавай крынічкі, нізіначку да рэчкі з высокіх берагоў. У землі бацькоўскай гэтай я чэрпаю вытокі святой вадой, крынічнай, што сілы надае. Бліжэй быць немагчыма, бо тут моя родима, яна жыццё дала мне, каб жыцеляе.
Дверцы сохнут. Стену мы теркой прошлись, увлажнили уже, наверное, 3-й раз. И что я думаю, нужно начинать отбивать, точнее, штукатурку уже в этой комнате, которая такая самая дряхлая, чтобы время зря не терять. Так, а с этой стороны, где топка, тут в прочистке мусора гораздо больше. Вот как раз, наверное, эти 2 дверки и пойдут на вот эту основную пока печь, которую я только топлю, потому что вот эта, которая русская, я ее не топлю, там была дырка, дымоходы между собой вообще никак не связаны, поэтому, наверное, мы все-таки эти 2 дверцы поставим на основную пока печь. А туда будем искать, я думаю, тоже найдем. 2 штучки, наверное, туда тоже надо будет. Все, на сегодня заканчиваем. Оббил я еще печку целую. Вместе с дымоходом осталась целая русская печь, чтобы ее почистить. Дверцы я сегодня ставить не буду, потому что они еще не полностью высохли. Но вот такой красивый цвет получился. Это графит. Мы приехали с хутора. И решили, что такой холодный вечер надо скрасить. Вот сейчас начинается такое у человека норение. Оно есть. Хочется залезть под одеяло, съесть что-нибудь вкусное, попить что-нибудь горячее. Поэтому мы придумали, что мы сегодня приготовим. Мы это не готовили уже очень давно, я не знаю почему. Но вот не готовили, поэтому это надо приготовить. И хочется съесть что-нибудь белорусское, ты забыла добавить. Да. Мы будем делать белорусскую мочанку. Мочанку. Самую настоящую мочанку из пальцев пханой колбасы, сала, мяса свиного, лук, чесночок и блины. Обычные блины, молоко, яйцо, мука, сахар, соль. Все. Ну это вот как раньше было в деревнях. Кабана своего заготавливали. Пожалуйста, тебе и сало, и мясо, и колбаса пальцем пханая настоящая я купила. Вот, которую, Я могу сказать, что, наверное, у каждого это
вкус детства. Поэтому сейчас сделаем мочанку, самую настоящую. А еще в мясо мы прям сделаем как вот по-настоящему с таким соусом. Все покажем. Вы, наверное, друзья, помните, кто же это снова крадется на кухню? Что тебе дать покушать на лапку? Как вы думаете, кто? Правильно, это Матроский. Заходи, дружок. Ты уже голоден? Да. Без тебя тут готовят. Я думаю, что каждый мочанку попробовал именно у бабушки в деревне впервые. Ну да, она делается по-разному, и с толстыми блинами, и с тонкими, но мы сегодня приняли решение, что мы сделаем их с тоненькими блинами. Угу. Вот, но я уже мочанку не ела, не помню. Да, я последний раз. Не, наверное, мы у твоей бабы с дедом Ну да, ели. ели. Но давно. Поэтому вот так спонтанно, да, пришло. Что же Просто что-то, ехать и что же приготовить? поесть, и потом я вспомнил про мочанку, и мне что-то так захотелось. А еще все у нас было. Да. Поэтому карты сошлись. И все очень просто. Сейчас будут писать, рецептом писать не будем. Я все делаю на глаз. Тесто на глаз, пропорция мяса сала тоже будет на глаз. Я не знаю, что тут рассказывать. Тонкие блины делают все. Я делаю на яйце, молоке и муке. Все. Кто-то добавляет кипяток, кто-то там добавляет воду, кто-то делает тонкие блины на кефире. У меня дети любят просто на молоке. На кефире, не любят. Поэтому у нас просто из молока. Блинчики мы нажарили. Сейчас будем делать нашу мочанку. Самая, даже глаза шевелятся. Мочаныч. Тише. Я думаю, что многие напишут, что они такое ели. Ты как думаешь? Ну, я думаю, да. Больше воспоминаний будет о каком-нибудь там Те, которые у бабушек, у жили дедушек, деревенские, да. деревенская жизнь, вот так вот. Или ездили к ним. Я думаю, что Матроскин. да. Тут так колбаса пахнет на самом деле. Такая очень... Лапки нету, это этот вечно голодный. Ну скажи, мужчина должен много есть. Да, вопрос. Скоро будет все готово. Я уже очень хочу кушать. Чтобы наша мочанка получилась самая настоящая, нужно в холодную воду добавить муку и влить
в нашу мочанку. Тогда она загустеет, образуется подлива. И это самая настоящая белорусская мочанка. Будет готова. Мы так подумали, под такой-то стол нужно что? Нужно квашеной капусточки нашей, кстати, уже все, она приготовленная. Ну и, конечно же, царских рыжиков. Я думаю, что прекрасно дополнит блюдо. И у меня такая заправка капусты. Я просто это обожаю. С сахаром. Мы туда режем в квашеную капусту лук, добавляем сахар и подсолнечное масло. Все. Я ее так не люблю. Кто-то, может, ее так не любит. Может, кто-то и ни разу так не пробовал и не знал, что так можно делать. Поэтому... Мам, я хочу Смотрите. тебе помочь. Пробуйте. Мам, я хочу тебе помочь. Дети, мы сейчас будем есть самое настоящее белорусское блюдо. Ника, как оно называется? Тим, как оно называется, знаешь? Нет. Мочанка. Мочанка. Вы еще никогда такого не ели. Я думаю, Вы будете это пробовать впервые. учимся есть это блюдо. Ты готов, Ник, ты Тимур? будешь мочанку? Мочанку, это что мочанка? Ну вот, видишь, вместе с мясом это вот так отрываешь, А что это за подлива? вот так вот мочаешь, и вот это вот. Я это не хочу. А что это? Пробуйте. Это Другой стороной. Махни. Это блинчики с вареньем это белорусским. варенье? Это мочанка. Кушай. Пробуй. это вот. Пробуй, это очень вкусно. На соус какой-то похоже. Да. Ага. Как суп. Ну, Да, это типа Видишь, суп. тут мяско, колбаска. матрос. Ну что ты скажешь насчет мочанки? с Очень блином? вкусно. Класс. Заценил? Да. Ника пока Ну, Николь не не готова к заценила. таким блюдам. На мясо ест. Очень вкусно. Это шашлык. Класс. Да. У меня самый вкусный шашлык. Если честно, я думал, что дети не смогут есть его. Ну, Тимур подрос, не Смотрите. ест такое. Начинает ценить. Да? Очень вкусно. Ну, конечно. Суп. Суп. Ну да, это суп. Это мясо с колбаской, Это мясо? подливкой и с блинчиком. Это мясо? Раньше подливу вообще не Мне любила. кажется, что это мясо очень сухое. Если кто-то не пробовал такое блюдо, он должен обязательно это попробовать. Это, знаешь, что хочу сказать, что вот ее даже, ну не то, что там, знаешь, типа с картошкой, вот с блином, ее даже можно с гречкой есть. Ну, Вот конечно, как ведь подлива как вообще. подлива. Вот именно такая. Вот просто вот это просто божественно. Поэтому быстро все готовьте вечерними, длинными вечерами. Мочанку, кто не пробовал. Это очень вкусно. И с блинами, и с картошкой. Совсем просто. Очень вкусно.
Мы в половинном составе снова в лесу. Чем будем сегодня заниматься? Я, наверное, начну шпаклевать стенку. Я, может, попилю чуть-чуть. А ты, да, Деревья. ты неплохо с высотой справляешься. Поскладываю на следующий костер. Будем собирать новый костер. Погода позволяет. Я, может, если быстро получится, я к тебе приду. Давай. Или, может, штукатурить начну ту стенку. Не знаю. Так там еще же до конца печку обить. Ну, можно эту печку уже начать. А, маленькую печку можно отштукатурить. Да. Ну да. Мы давай. приняли решение следующее. У нас же есть две дверцы прочистные. Они так и называются. Дверца прочистная печная. И вот я хочу одну дверцу установить сюда, в эту. А вторую дверцу тоже в эту печь. И чтобы она уже была рабочая. Мы ее пошпаклюем, поштукатурим, и она уже будет рабочая. Чтоб дом топить нам, чтоб холодно не было работать. Потому что вот эта вот русская печь, она как бы над ней очень много работы. Она с этой стороны комнаты, она уже готова полностью, только дверцу надо будет установить. Но там работы очень много. Оббить ее, там ремонтировать, там вот плита, где это находится. Над ней очень много работы. Мы будем всю зиму с ней заниматься. А так у нас уже будет печь, мы спокойно готовим эту комнату и спокойно занимаемся в других, правда? А так что мы там обратно заложим? Нет. В каменной тишине, где стены старят, я строю мечты, хоть руки в пыли. Свет фонаря, мой верный компаньон. Все, что в руках, это моя судьба. Кто-то скажет: брось, зачем тебе труд? Но я знаю, что в сердце моем живет. Камни в руках, но не тяжесть леса. Смогу построить и не сломаться. Смело идти, в этом суть моя. Каждым ударом выстрою я. Я же как бы сейчас начал интересоваться печами, да, и как таковой шпаклевки термо, вот я сегодня был в этом, сегодня, позавчера был в строительном магазине, как таковой термошпаклевки ее, ну, как мне сказать, типа не существует, типа для печей, она штукатурится и все. Но все советуют для того, чтобы убрать неровности, простая фасадная шпаклевка, но в тонкий слой.
Можно где-то увеличить слой там, где сильная неровность. Но все остальное просто в тонкий слой для того, чтобы убрать вот это вот там сильно ямки, когда печь покрасится, ну, она была такая ровненькая. Поэтому просто в тонкий слой в один разравниваем максимально и потом зачистим наждачкой и все. Вырезал ДВП кусочек сюда к стене, прибил его и решил уголком зашпаклевать здесь. То есть мы закрыли полностью всю дырку туда, чтобы у нас там не высылать туда штукатурку, шпаклевку просто уголком затянем и с той стороны точно так же. И подумал сделать так в каждом углу по комнате. Мы все равно будем это ДВП сюда пойдет, вот здесь вот этот шов будет шпаклеваться, и сюда будет лента. Под ленту будет шпаклеваться, чтобы не растрескивалось. И в каждый угол, я думаю, сделать так. Ну и сыпаться типа ничего не будет. То есть мы полностью, как сказать, загерметизируем комнату. Там, пускай там где-то что-то будет сыпаться, но оно не будет сыпаться сюда, оно будет вот там все оставаться. Весь этот мусор, если какой-то останется на стену. Ну правильно же? Как бы. И будет обои, оно зашпаклюется, мы когда сюда обои там или что поклеим, ну, не будет расходиться ничего. Тут дом в шоке. Дом в шоке? Ну, Ты думаешь? как говорят, мы тут поспрашивали у людей, которые приходят на рыбалку, что тут лет 20. Больше, наверное. Даже больше вообще. Это нам, типа, что хозяин рассказал, а оказывается, что они сюда очень давно приезжали просто как на дачу, типа. Там огород что-то было, а уже последние 10 лет даже огород никто не садил, поэтому... А вообще дом, это один, вот эти пары домов, которые здесь, хуторские, они считаются, от деревни, это самые первые дома вот этой деревни, которые относятся к хутор. Это в районе 30-х годов. Почти 100 лет. Этому дому. И вот он, как он вот такой вот построился, вот он такой и остался. Поэтому... Печку дедушка, может, какой-нибудь делал. Печка вообще сумасшедшая здесь. Здесь такой профессионал, инженер ее делал, что я просто в шоке. Мы потом проведем вам экскурсию. Я хочу сказать еще таких пару поездок, и ты сама участок почистишь от поросли и листвы. Ну, этот аэратор вообще не взял. Ну, просто листьев много, он не предназначен на такой большой объем. Надо облагораживать все. Участок наш отбит. Вот, будем думать, задумываемся мы о заборе. Поэтому, может быть, потихоньку мы начнем это делать, потому что с двух сторон и сзади это очень много забора. Но потихоньку можно. И вот это вот соседняя вот земли, которая не наша, она еще даже ничейная. Тут просто заросшая ужас. И я предлагаю хоть как-то немного вырезать это. И листвы так не будет падать, и эти кусты какие-то непонятные, да? Тут тоже надо заняться вот этой всей обрезкой. Я не знаю, тут чистить, еще раз чистить. Мне даже кажется, что мы за этот осенне-весенний сезон с тобой не поборем это. Или поборем? Ну, максимально. Надо Не стараться. знаю, я уже сложила целую кучу. А что я там? Я же пилю такие тоненькие кусты. Ну, вот это вот все дикое. А там еще пилить и пилить. Там будет заготовка дров, когда мы это все большое начнем валить. Ну да, потому Там что дрова писали, пойдут. что вы вот это не Да, я согласна, что можно вот такой толщины дрова. Но вы поймите, что мы будем еще очень большие деревья спиливать. И дров будет просто. А это как потолще ветки, ну смысл нам их на дрова собирать. Мы их будем палить, поэтому все такое палим, потихоньку чистим.
одним тонким слоем зашпаклевали. Очень быстро сохнет шпаклевка. Температура сейчас вот как раз чуть-чуть больше 10 градусов. Ее хватает одного замеса буквально, если за 10-15 минут, даже за 10 не отшпаклевал, то все, она уже резко потом начинает засыхать. Но я думаю, что мы, может быть, когда зачистим, где-то чуть-чуть подшпаклюем, но как бы я не хочу. Она когда покрасится, в 2 слоя мы ее покрасим, да, как у нас дома было тоже. У нас тоже Она дома всё было скрывает. немножко У нас тоже проблески. где-то такими пятнами оно было, но зато у нас шанс того, что шпаклевка точно уже не отвалится, там где-то треснет или что-то еще вдруг, но шпаклевка сыпаться уже точно не будет, потому что тонкий слой. И все печники советуют, я читал, смотрел на ютубе, тонким слоем шпаклевки, потому что она не термо. И уголки по краям я тоже зашпаклевал, но вот этот нужно будет еще перешпаклевывать, потому что он такой угол, получается, развернутый. И одну сторону я сетку смог прижать, а когда начинал второй прижимать, уголок начал выворачиваться. Поэтому мы еще этот угол, ну и то тоже мы в следующий раз подшпаклеваем, чтобы эту сетку не было видно. И установили дверцу. Все у нас. Ее только очистим в следующий раз, она отмывается. Она уже рабочая. Все у нас тут. Все у нас получается, поэтому. И отбили там печь. Поэтому как бы работает уже неплохо так сделали. Черновые уже как бы работы такие сильно черновые уже в этой комнате будут заканчиваться. В следующий раз мы подшпаклевываем, грунтуем, может быть покрасим даже, а может и не будем красить. Не будем пока красить. Будем красить, когда обои поклеим. И начнем, обошьем уже до конца. И вот эти вот швы, как я говорил, стыки, которые будут, мы их тоже зашпаклюем, чтобы у нас все было красиво, гладко, аккуратно, и обои потом нигде там ветром не поддуло, не отвалилось. Вот. Сейчас будем собираться домой. Поехали. Поехали. Ну, я, дорогие друзья, на этом буду заканчивать нашу серию. Спасибо, что ее посмотрели. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на нас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые серии. А мы всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч.